Это видео наглядно представляет функциональные возможности онлайн-инструмента WUMOCA, который разработан в рамках проектов ЦАВА и финансируется Федеральным министерством иностранных дел Германии. Ученые из Германии и Центральной Азии совместно работали над проектированием и разработкой этого инструмента, который исследует эффективность использования воды в бассейне Аральского моря. Данный документ представляет инфраструктурные упражнения пользователей веб-инструмента WUMOCA с целью дать пользователям возможность практического использования определенных пользователей, комбинаций и осознания полезности инструмента для всего мира. 3 индикатора WUMOCA подходят для исследования интенсивности землепользования. Информация, полученная из спутниковых снимков на основе рассчитанного индекса растительности, который указывает на условия выращивания сельскохозяйственных культур. Доля пассивных площадей в чистом орошении – это, другими словами, орошаемые земли, которые используются 1 или 2 раза в год, или посевы сельскохозяйственных культур, не включая залежные земли. Площади, используемые и зимой, и летом, учитываются дважды, поэтому имеют высокую интенсивность землепользования. Второй показатель, с которым необходимо работать в данном упражнении – это временно неиспользуемые справедливые земли, выраженные в процентах. На графике показан процент неиспользуемых земель в конкретном регионе за каждый год с 2000 по 2018 годы. Например, в 2007 году под паром находилось менее 4% площади. Третий показатель – многолетняя частота залежных земель в годах. Этот показатель характеризует то, что среднее количество лет, в которые поля не обрабатывались, в течение всего периода наблюдения, например, с 2000 по 2018 годы. Темный цвет обозначает более высокие значения, а светлый цвет – более низкие уровни чистоты залежных земель. Часть первая. Площадь землепользования в процентах для каждой культуры и отдельно всех культур в целом. Мы можем открыть инструмент WUMOCA, используя веб-ссылку. Открывающееся окно WUMOCA выглядит следующим образом. Начните выбор индикатора в панели индикаторов. В WUMOCA существует множество индикаторов, связанных с землепользованием и продуктивностью. Для этой части упражнения мы выберем площадь землепользования в процентах. Аналогично в разделе «Тип культуры» у нас будут различные варианты, включая информацию по отдельным культурам и по всем культурам вместе. На данный момент мы выберем сумму всех культур. На уровне агрегации есть несколько вариантов, начиная от провинции и заканчивая ассоциацией водопользователей. В данный момент мы выберем ассоциацию водопользователей. Следующая часть – выбор региона исследования. Здесь у нас также есть несколько вариантов, начиная от бассейна Аральского моря и заканчивая региональным уровнем страны. Для данного упражнения мы выберем Узбекистан и Ферганскую область в качестве объекта исследования. Фоновую карту можно увеличить и уменьшить с помощью колесика мыши или с помощью кнопки увеличения-уменьшения масштаба в левой верхней части окна. Также карта ареалов может быть включена или выключена с помощью кнопки в левой нижней части окна открытого экрана. Теперь нажмите кнопку «Показать легенду». В легенде будет показано непрерывное значение площади землепользования с максимальными и минимальными значениями. Пользователи также могут включать и выключать орошаемые площади, показанные зеленым цветом. Кроме того, полигоны ассоциации водопользователей могут быть включены или выключены для лучшей видимости. Аналогично, непрозрачность фоновых карт можно увеличить или уменьшить. Нажмите на карту ассоциации водопользователей. Появится всплывающее окно с гистограммой площади землепользования за несколько лет. Обычно на диаграмме отражается информация по всем культурам. Давайте исследуем несколько ассоциаций водопользователей и сравним результаты. Закройте панель инструментов, полигонов и появится ползунок года. В ползунке года пользователи могут видеть, что выбранный год будет таким же, как и в гистограмме. Здесь у пользователей есть два варианта – либо посмотреть анимацию времени или пространственные результаты, либо изменить годы вручную. Как видно, для каждого года пространственные значения площади землепользования будут меняться. Часть вторая. Временно неиспользуемые орошаемые земли в процентах. Мы можем открыть инструмент WUMOCA, используя веб-ссылку.
Для этой части упражнения выберите показатель временно неиспользуемых орошаемых земель в процентах. Выбор уровня агрегирования в области исследования такой же, как и в первой части этого видео. Откройте окно легенды и немного увеличьте масштаб карты для лучшей видимости. Немного уменьшите непрозрачность фона карты, чтобы окно выглядело лучше. Закройте панель инструментов «Полигон пользователя», чтобы открыть ползунок года. Выберите любую ассоциацию водопользователя, появится всплывающее окно. В этом окне будет показана гистограмма залежных земель за несколько лет. Запустите анимацию времени и наблюдайте за пространственным изменением залежных земель от года к году. Остановите временную анимацию и посмотрите также на залежные земли за несколько лет в различных ассоциациях водопользователей. Можно легко определить регионы с наибольшим, наименьшим и средним количеством залежных земель в процентах. Часть 3. Многолетняя частота залежных земель в годах. Мы можем открыть инструмент Wumoka, используя веб-ссылку. Выберите индикатор Wumoka «Частота залежных земель». Выбор уровня агрегации региона исследования аналогичен другой части данного упражнения. Откройте регион, немного увеличьте окно для лучшей видимости. Нажмите на любую ассоциацию водопользователей, на открытой карте появится всплывающее окно. В этом окне будет показана частота залежных земель, а также информация о чередовании землепользования. Закройте это открытое окно и посмотрите, как распределена частота залежных земель в разных частях исследуемой провинции. Спасибо!